Итак, инвертор плюс аккумулятор. Что потянет, насколько хватит, сейчас вам расскажу. В моем случае аккумулятор на 62 ампер-часа мы должны умножить на 12 вольт. Мы получим 744 ватта. Значит, 744 ватта нужно отминусовать 40%. Значит, 40% мы отминусовываем, и мы получим 446 чистых ватт, которые мы можем использовать. Почему минус 40%? Вот я сразу объясню. Инвертор поедает энергию, и плюс потери идут на провода. Вот. Это минус 20%. Следовательно, в аккумуляторе мы должны оставлять 11,7. Это без нагрузки. 11,7 должно оставаться заряда. Это 20% заряда остается. Нельзя до нуля разряжать. 11,5 это уже 0. Нельзя. Вот не слушайте профессионалов, блин, в скобках, которые рассказывают, там можно до 10 ватт, до 10 вольт, извиняюсь, разряжать. Это бред полнейший. Сам производитель идет в комплекте с любым аккумулятором. Инструкция, сам производитель говорит, блин, типа вообще 11,8. Ну, типа 100% заряд будет считаться 12,5. Это 100% заряд. 12,6 у меня, как видите, немножечко показывало. Это типа, ну, даже больше немножко заряжен, чем нужно. Там 12,7, 12,8. Ну, это такое. Надо стараться, чтобы вот разряд был максимум. Это 11,7. Это 20% оставляете. Итого у вас есть вот в той формуле, которую я озвучил, 446 ватт. То есть вы можете потреблять 100 ватт в час. Там, да, 10 лампочек экономных по 10 ватт можно включить. Вам хватит такого аккумулятора на 4 часа, если вы 10 лампочек включите. Даже больше, там на 4 часа и 46 минут вам хватит по 100 ватт в час потреблять. Заряжается вот таким зарядным устройством такой аккумулятор. При условии, если вы 11,7 оставляете, он будет заряжаться часов 8-10. Либо такое зарядное устройство вообще стоит копейки. Копеечное вот такое зарядное устройство. Но это максимум 60 ампер-часов заряжать можно им. Но не рекомендуется. Там максимум, я не помню, там до 30. Но вот этот красавец может до 100 ампер-часов заряжать. В инструкции даже написано. Покупайте обязательно аккумуляторы, чтобы у них были вот такие вот крышечки. Откручивать их можно было. Это чтобы заливать дистиллированную воду, потому что есть аккумуляторы, в которые вы не сможете подливать воду. Часто вопрос возникает, так а сколько же заливать? Сейчас расскажу, как я заливаю. Ну, а здесь вообще, в принципе, все написано. Вот минимум и максимум дистиллированной воды должно быть. Вот видно. Лично я заливаю воду, и заливал, у меня уже есть видео на канале, значит, выше пластины, вот свинцовая пластина, да, от нее, чтобы 4 миллиметра до 5 миллиметров было водички. То есть, вот условно говоря, если пластина где-то тут, то есть у меня водички где-то будет вот так. Ну, там в порядка 4 миллиметров будет до 5 миллиметров. Это я просто так условно показываю, чтобы было понятно. Вот пластина и вода будет где-то, ну, до отметки, вот так. Вообще, в принципе, в аккумуляторах все это написано. Также не слушайте профессоров, которые говорят, можно заряжать в квартире, в доме, где вы проживаете. Аккумуляторы нельзя. Они должны стоять на проветривании, где есть вытяжка, желательно где-то на балконе. Вот здесь вот вытяжки идут от самых аккумуляторов, с которых выходят вредные газы для здоровья. И вообще бывали случаи, что испарение, там у человека 8 аккумуляторов заряжалось в комнате, более 8 часов, и кто-то включил лампочку, а там лампочка накала была. Это в новостях даже показывали. Ну, я не знаю, ну, насколько это правда, но в теории это очень даже правда. Включили свет,
И аккумулятор, ну не аккумулятор, а вообще этот газ, он рванул. То есть был бабах конкретный. И поэтому, блин, друзья, соблюдайте правила техники безопасности, потому что вы можете почитать в гугле, какие именно он вредные газы выделяет во время заряда. Это кислотно-свинцовый, если кто не понял. Вот. Вернемся к инвертору. У меня есть видео, уже я показывал, что 1700 ватт он запускает, но на постоянку нельзя. На постоянке 350 ватт это максимум. Вот такой вот инвертор. 2600 ватт. Но это все ерунда. Я вот не рекомендую даже больше киловатта. 500 ватт старайтесь на пределе. Не чистый синус. Вот, 12-вольтовый. Вот его модель. Активный у него кулер. Всегда он охлаждает. Это уже я приблуду эту сделал, чтобы нагрузки работали нормально. Там не вот эти клеммы, которые шли там в комплекте, ерундистика. Крокодильчики какие-то. Вот у меня клеммы вот такие на аккумулятор. Это я сам докупил вместо крокодилов. Ну и такие вот штучки надел, прикрутил, все соединил. Провода. Здесь есть два USB входа для телефона. Он подает сейчас ток, то есть вы можете спокойно прям не включать инвертор, включить сюда телефон и заряжать. Вот, отключает от нагрузки или когда какое-то замыкание, он будет отсекать. Даже если вы перепутаете плюс-минусом, что я не рекомендую делать, могут вот эти провода загореться. Но, тем не менее, у него включится релюха, он отключится, то есть, чтобы его не уничтожило. Это причем я уже проверил. Вы можете посмотреть, у меня такой инвертор не один. У меня есть длинные ролики, где сколько я запускаю от него, показываю там болгарки, перфораторы. Просто видео пытаюсь максимально информативное сейчас сделать, короткое, вот. Поэтому стараюсь по существу сейчас вам все озвучивать. Вот такая вот вилка. Вот вы можете сюда вот удлинитель включить и уже от удлинителя включать то, что вам надо. Либо вилка берете, и там автоматы выключаете, все по старинке, и на основное питание кидаете дома. Ну, потом не забываем выключить вилку, а потом только можем питание подавать на автоматы. Вот. Активно постоянно кулер работает вне зависимости. Он охлаждает постоянно систему. Дует хорошо. Вот. Его можно выкрутить иногда, почистить его, продуть. Там пылючку собирает. К сожалению, собирает пылючку, потому что, ну, как в компьютере. Мне очень понравился он. Его можно купить от 1500 до 3500 гривен. Вот такой можно купить аккумулятор за 1500 гривен. Про зарядные я вам сейчас ничего не скажу, но вы можете погуглить. Эти проверенные стоят копейки. Я вам сейчас покажу еще альтернативные варианты по запитке. Сейчас наберитесь терпения, я сейчас закончу здесь и покажу обязательно вам интересные гибридные станции. В общем, значит, формула, что сколько проработает, вам уже известно. Дистиллированную водичку я тоже сказал, значит, все с этим понятно. Инвертор, значит, не будет вам запускать холодильники, он уходит в защиту. Так как я сказал уже, это не чистый синус. Если у него случается перегруз, он тоже уходит в защиту или замыкание. Что касаемо этого инвертора, если у вас аккумулятор даже будет уже до 11,5 разряжаться, он в защиту не будет уходить. То есть уже он уйдет в защиту на 10,5. Это очень плохо. Очень плохо. У вас потом может произойти такая ерунда, что вы поставите аккумулятор на зарядку, он за час у вас зарядится, будет показывать все, что он заряжен полностью. А по факту он емкость свою не зарядит, то есть не будет 60 ампер-часов. Будет максимум там ампер 6 часов, все. Я уже показывал, как оживлять аккумулятор, а также у меня есть видео на канале. Вот есть такая вот штуковина. Это у нас сразу инвертор, выпрямитель, реле напряжения, все. Вот к нему два аккумулятора подключены вот таких вот. Вот его максимальные его показатели. Вес составляет его около 7 килограмм. Стоимость такого $200. Да. Но не спешите расстраиваться. Есть вот такой вот за 2000 гривен красавец. Кстати, только что закончил заряд.
К нему я запитал 77 ампер часов аккумулятор. Значит, тоже простенький такой. Здесь кнопка включить-выключить. То есть, понятно, да? В чем суть такой гибридной станции? У вас заряжаются постоянно аккумуляторы, свет выключает, оно сразу перебрасывает на аккумуляторное питание. Свет дают, оно само начинает их заряжать и переходит. Вот это вот питание в розетке, а это питание уже в аккумуляторах. То есть даже если здесь будет 180, оно будет выпрямлять в 220 на выходе. Сзади вон розетка у него там есть. Я сейчас добраться не могу. Вы туда включаете свой компьютер, ну то, что вам нужно, и оно выпрямляет для него энергию. Заряд будет идти аккумуляторов, оно само отсекает их. Когда выключается, оно пищит. Это, как видите, синус. Чистый синус. В общем, холодильники способен запускать болгарки и прочим помощнее оборудование. У меня есть полные ролики также на канале. Подписывайтесь на канал, у меня очень много полезной информации. Вы можете посмотреть мои все ролики, что, сколько от чего работает, так как я пытаюсь максимально короткие и информативные делать ролики. Пишите ваши вопросы в комментариях, стараюсь на все отвечать. Поставьте этому ролику лайк, я старался именно для вас. Спасибо за просмотр.